Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сразу скажу, простите меня за голос, я болею. Точнее, мы с моим мужем заболели вместе в один день. К сожалению, мы решили не ехать на море. Все идет просто не по плану, не так, как мы хотим. И в конечном итоге мы вообще заболели. И мы решили вообще не ехать. Потом, когда-нибудь. На улице очень похолодало резко. Наверное, из-за этого мы и заболели. У меня не было температуры, но у меня болела голова, у меня жуткий насморк и очень болит горло. Кашель сухой. Очень сухой, прям невозможно. И поэтому я решила приготовить борщ. Мне кажется, что в такую погоду, и тем более мы болеем, надо готовить супы. Поэтому я решила приготовить борщ. И съесть это все с чесноком. Борщ я готовлю по-другому немножко. То есть обычно надо жарить свеклу, натертую на терке, с морковью, с луком. Обычно это обжаривают, добавляют вроде бы уксус, но я так не делаю. Я просто варю свеклу, потом даю ей остыть, натираю и обратно кладу в бульон, в суп. И суп получается сладкий, насыщенно красный и очень вкусный. Мне нравится. Вот здесь вот у нас картошка, свекла, лук, морковка, там у нас голени куриные. Я еще купила тесто слоеное, буду готовить сосиски в тесте. Я, кстати, никогда не пользовалась такими вот упаковками, всегда тесто сама делала, но решила купить вот бездрожжевое, слоеное. Также я купила вот такие вот печеньки, сходила, они очень вкусные, мне понравились. Типа как новинка в Магните, кольцо с орехом. Мне они очень понравились, я их прям обожаю. Сейчас надо пожарить морковку с луком. Можно сделать это отдельно, но я решила сделать прямо в кастрюле. Как пожарится, я залью это все водой и добавлю свеклу и мясо. Буду варить. И тесто растаяло, я его немножко раскатала. То есть можно даже без муки раскатать, он не липнет. Почти не липнет. Так вот он. Раскатала банкой, потому что у меня нет вот этой вот деревянной штуки. Скалка называется. Я это все на полоски порежу и заверну в сосиску. Вот так вот я, собственно, их разложила. Они у меня, конечно, некрасивые получились, но ничего страшного. Сейчас я это все промажу яйцом. Все, отправляем в духовку. Пусть будет где-то 180 градусов. И поставлю на 20 минут. В общем, вот такой вот у меня а-ля завтрак. Точнее, можно сказать, перекус. Но тут все вышло на 276 калорий. Довольно-таки калорийно. Но я сегодня вообще ничего не ела и не завтракала. Поэтому у меня желудок уже слипается. Надо быстренько что-нибудь съесть. Вот, я решила съесть сладенькое. Тут у нас чай. Немножко меда добавила, 6 грамм. 35 вот конфета вафельная. И 2 вот эти штучки, кольца с орешками. Тут 28 грамм, тут 22 грамма. Приятного мне аппетита! Все, я достала свеклу. Она вроде бы сварилась более-менее. Сейчас я подожду, когда она остынет. И буду натирать на терке. И кину обратно в бульон. Пока свекла остывает, я, наверное, закину картошку. В общем, я добавила немножко вермишели, посолила. И сейчас добавлю вот такой вот роуда. Куриный бульон домашний. Он очень вкусный, и мне он прям очень нравится. Я его везде добавляю в суп. В особенности в супы. Вот так, чуть-чуть добавим, и все. Где-то еще минут 15, и суп уже будет готов. Вот такие сосиски в тесте у меня получились. Выглядят очень аппетитно. Получились румяные. Но есть один минус. Надо было положить пергаментную бумагу. Они все прилипли, получается, и было тяжело их отрывать, видите?
подгорели немножко. Вот поэтому используйте пергаментную бумагу. Вот такой вот у меня вкусный борщ получился. Приятного мне аппетита! Наконец-то я проснулась. Я уже почти вылечилась. Первым делом я, конечно же, пью воду. До этого я приняла душ, помыла посуду всю. И стою, думаю, что приготовить. И я решила. Вчера я купила вот такие вот гречневые хлебцы. И купила авокадо. Ну, до этого все. Думала, что-то с авокадо надо поесть. Вот и я решила вместо хлеба использовать хлебцы. Надеюсь, это вкусно. Также я купила ряженку. Вот такая вот. Она очень вкусная. Поем с ряженкой. Чай я пить не хочу. Вот такой вот у меня полноценный завтрак без хлеба. Хлебцы, кстати, эти очень полезные. Я как-то раз смотрела у нутрициолога в ютубе. Тут получается и состав очень хороший. Крупа гречневая ядрица, смесь витамина минеральная. Там B1, B2, B6, железо. Вот, то есть больше ничего нет, только крупа гречневая. Тут у нас хлебцы, получается, авокадо. Сейчас я их посолю. И 2 жареных яйца. Ну как 2 жареных? Тут чисто желток. И тут у нас ряженка будет. Вот, приятного мне аппетита! Вот такой вот у меня вкусный борщ получается. Готовлю уже 2-й день подряд. В этот раз получился еще вкуснее, так как я добавила вместо голени филе. Вот. То есть косточки грызть не придется. Это очень вкусно. Хлеб я есть не буду, возьму вот хлебцы гречневые. Они, в принципе, очень вкусные, мне понравились. Приятного мне аппетита! Всем с добрым утром. Утро у меня начинается с похода до Валберес. На улице с каждым днем все холодает. Уже осень начинается. Уже так прям везде листья. Сейчас, кстати, время 14:29. Не совсем утро. Но режим у меня сбит. Поэтому я всегда просыпаюсь в обед. У меня должны были еще прийти 2 посылки, но они не пришли. Через 2 дня у меня день рождения. Но в свой день рождения я поеду в деревню. Ну, естественно, с мужем. Вот. А сегодня мы решили сходить поесть. Сегодня мы решили сходить в кино. Вот. Но перед этим мы решили сходить поесть в ресторан. Попозже расскажу, что за ресторан. Я себе заказала вот такой вот штатив. Наконец-то. Сейчас я приду домой и проверим. Сломанный он, насколько растягивается. Вот так, собственно, штатив выглядит. Он довольно-таки большой. Кошак вообще в шоке. Так, далее у нас еще идет вот такая вот штучка. Она обязательно должна быть. Это чисто для камеры. Вот сюда вот камеру вкрутить. И поворачивать в разные стороны. Здесь еще дали в подарок вот такую кнопочку Bluetooth. Блютузную. Тут была такая вот штучка. Я ее сняла. Типа как колпачок. И все, вкручиваем. Вот такой вот у меня а-ля завтрак.
Здесь у нас йогурт, зефир, 1 штучка и кофе с молоком. Попозже я просто пообедаю борщом. Вот. Мне кажется, я сразу же проголодаюсь. Вот. Я сегодня постараюсь поменьше есть, чтобы вечером, так сказать, вдоволь наесться в ресторане. Все, мы наконец-то собрались. Я надела белую футболку простую, косуху и черные штаны. Я хотела пойти в платье, но, к сожалению, я забыла, что у меня колготок нет, капроновых. Вот такие дела. Ну, ничего страшного, пофиг. В общем, мы поедем в хинкальную. Я очень хочу хинкали попробовать. Я никогда их не пробовала, но, наверное, они на вкус как пельмени. Только большие пельмени. Также хочу поесть хачапури. Хачапури я уже пробовала. Вчера я купила билеты, получается. Стоили они мне всего 700 рублей за двоих. Пойдем на фильм «Потерянный город». Вроде так называется. Девочки, я уже приехала в ресторан. Хинкальный называется. Вот такой вот салат мне принесли. Тут у нас чай мятный. Вот приятного мне аппетита. Также я заказала себе хачапури, хинкали. И все вроде бы. У Влада что-то другое, с курицей связано. Вот, собственно, принесли нам хачапури. Они очень огромные. Мне казалось, что они будут поменьше. Хачапури просто обалденные. Я кусочек попробовала, очень вкусно. Все, приятного мне аппетита. Я на видео видела, как есть правильно хачапури. Надо надкусить и выпить бульон. Влад угорает на этом. А все остальное съесть. Очень вкусно. Там что-то как чисто яйцо. Сыр. Там сыр сулугуни. В общем, мы приехали на мягкие диваны. Ох, я так обожралась, вы не представляете. С собой нам положили хачапури в контейнер. Я попросила. Ну, не оставлять же добро. Я уже говорила, билет стоил всего 350 рублей. И самое прикольное, что мы будем сидеть на мягких диванах. То есть это находится в городе Перми. Спешилово. ТЦ Спешилово. Ну вот, мягкий кинотеатр. До этого я была в мягком кинотеатре, когда еще в Перми не было. Но только в Челябинске такое было. Хачапури мне, конечно, понравился, но напоминает вкус творога. Вот это вот сыр, который там был, как будто бы это творог. Именно домашний, как будто у моей бабушки взяли и положили туда вместе с сыром, смешали, и вот, пожалуйста, тебе хачапури. В хинкалях слишком было много специй, мы такое не любим. Вот, и остро было. Поэтому, ну так, знаете, на один раз нормально попробовать. Обычные пельмени. Ну, по мне так манты лучше. Ну, бульон в хинкалях вкусный. Мне понравилось это есть. Я когда первый раз увидела хинкали, я охренела. Они огроменные просто. Вот на картинке, на видео вообще не так кажется, что... Ну, кажется, что нормальные. А когда вживую увидела, я охренела. Но они немножко подостыли и преуменьшились. Но больше всего мне в хинкальной понравился салат с лососем. Это очень вкусно. Там был соус песто, а я обожаю песто. Там огурцы, черри были, пекинская капуста была, какие-то там другие эти листья были непонятные. Гранат был. Ну и лосось. Мне очень понравилось сочетание. И этот салат был самый дорогой из всех, что там блюд каких было. Влад себе заказал просто мясо с картошкой.
В общем, фильм называется «Потерянный город», как-то так. Там в основном говорится про писательницу, которая написала про какое-то путешествие, ну, книгу про путешествие, про затерянный город и все такое. И получается, какой-то богач ее украл, и она, оказывается, он ее попросил, получается, найти затерянный город, то есть найти золото. Вот, и начинаются приключения. Об этом и будет фильм. Я такая дура. Купила билет электронный, да, я вам говорила. Оказывается, 3-й ряд снизу я купила, я хотела сверху. Но мы все равно сели, где я хотела. Если кто-то придет, я уйду. Все, тут такие диваны. Нажимаешь на кнопку, и диван поднимает твои ножки. Вот так вот. Ну и опускает обратно. Видите? Прикольно. Все, фильм мы посмотрели. Фильм оказался очень даже интересный, комедийный. Я немножко посмеялась. Вот, в принципе, фильм на один раз. Да, так скажем. Все, мы домой. Я очень сильно устала. Хочу спать. У меня хачапури все еще не переварилась. А, я его должна забрать. Я чуть не забыла его в машине. Все, теперь все. Домой.